Тут даже новые кассеты есть. Прикинь, они запечатаны еще с нуля, смотри. Вообще шик, блеск, ё басов, да. Сейчас такие, блин, можно продать за ойров 30, я думаю, каждую. Офигеть, вот такая тема, короче. Мне вот привезли тут, я не знаю, здесь все аппаратура, короче, прикинь. Сейчас, короче, я все это раздербаню и продам, наверное, все. Я думаю, здесь, блин, 1000 на 2, наверное, евро, если продать. Или как-то так, короче. Здесь всякие пилы, короче, вот. Ножовочные. Это я себе оставлю, походу, да. Короче, по приколу здесь вот так выставляешь в угол. И просто пилишь. Вообще прикольная вещь. Она поднимается, короче, опускается в любой уровень. Вообще охеренная вещь такая. Ну, всякие циркулярки, короче, как мне объяснили тут. Это факел вообще поджигать можно, смотри. Прикольная вещь. Короче, блин, ё-моё, здесь добра. Мамка хотела выкинуть, прикинь, все. Я говорю, что, давай, я говорю, я все заберу. Продам, может быть, как-то. Вот они, эти кассеты. Офигеть вообще. Татьяна Буланова. Мне интересно послушать ее, как это было там. По-моему, так, да? Я что-то уже забыл даже, как это вставляется. Так, наверное. Двухкассетник такой, да, крутой. Офигеть. Видеомагнитофон еще снизу. Офигеть. И вот такая вот техника. Ё-моё, вот нам бы его в те 90-е годы, да? Офигеть. Вот это была бомба-бомба. Ну и сейчас, я думаю, я оставлю себе. Не буду продавать нафиг. Сейчас такой хер найдешь где. Это я даже им покупал, я как помню. Ну это очень давно, родителям покупал еще. Где-то, я не помню, 97-й, может быть, год. Я помню, что-то я 3000 евро отдал. 3000 марок. Вот это вот стоило 3000 марок. Когда-то раньше, давно. Сейчас, может быть, стоит, я не знаю. Но я думаю, так 200, наверное, 250 будет стоить. Офигенно. А вот эти колонки, это, ну, мои старые еще. Кэт на 150 ватт. Ну, 150 написано, я думаю, ватт 10, наверное, вот так. Бьют неплохо вообще, да. Там у меня бочка еще снизу, но она как бы такая, знаешь, ну, закрыта. Вот эта бочара, она, короче, написано 500 ватт, но там не 500, там где-то, может быть, российских ватт 20, я думаю, максимум. Тут написано осциллограф. Осциллограф. Посмотреть, надо как-то открыть его. Блин, хер он сейчас. Прикинь, он его сам сделал. Офигеть. Я такой осциллограф первый раз вижу. Ё-моё. Че он там? Офигеть. Вот такой осциллограф, короче, прикинь. Бля, пиздец. Я вообще в шоке. Офигеть можно. Здесь что-то он написано. Что, наверное, как калибрировать или что там. Прикольно, да? Тут какие-то эти. Наверное, от 9 вольтов можно от кроны запитывать. У меня, знаешь, какой осциллограф? Вот такой вот. А у него такой самодельный, короче, прикол. Офигеть. Так, как-то закрыть опять надо. Сейчас вот эту коробочку откроем. Тут, короче, современный. Ну, это современный, короче, да. Смотри, я тебе что показать еще. Щупы, смотри, какие. Смотри, какие иголки. Блять, что он не увеличивает. Ну ладно, Игорь. Вот он. Смотри, какие. Цыганские иголки, походу. Что проткнешь и не соскользнет. Офигенно, да? Вот другая коробочка. Вот такие замочки, прям, смотри. Другой прибор. Ну, тоже более современный, скажем так. Здесь маркировка, как узнавать по цвету, какие детали, короче.
Тоже офигенно, да, вещь? А теперь закрыть только это. И все. Смотри, делал навечно. Какое качество, да? Смотри. Офигенно вообще. Так, вот здесь какой-то тоже еще прибор. Но это я не знаю что. Что-то как телекомовский какой-то, что ли. Здесь какая-то схема, только я не знаю, что это за схема. Кварц, короче, такой стоит. Какой-то регулятор и кнопка включения. Да, это кнопка включения. Здесь крона подсоединяется. А здесь что-то тоже подсоединяется. Конец какой-то. И не знаю, что это такое. Это он что-то сам делал, смотри. Что такое? Херово что. Это он знает, а я нет. Какая-то примочка, вся из железа сделана. Что это такое? Фиг его знает. Я еще не все разобрал. Там еще очень много всякого разного. Здесь то же самое, что-то наподобие. CD Laufwerk тайли. Это тайли CD Laufwerk. Ну вот. Короче. Вот такие вот дела вот. А здесь надо разобраться. Это все мое старое, непонятное что. Ну здесь от компьютера, здесь все подряд, короче. Надо просто разобраться. Сделать все в порядок. Вот здесь тоже его паяльники всякие. Щетки там. Туда-сюда. Интересно, в общем. Смотри, какая стереоанлага. Я вообще такой первый раз вижу. Офигеть. Кассету еще можно воткнуть и послушать. Я хочу сказать, что это все железо и такое все тяжелое. Офигеть. Очень тяжелое. Блин. Она раньше, наверное, дофига стоила. Ё-моё. Она по отдельности все, прикинь. Вот это вот отдельно. Там вот дальше отдельно. Все отдельно. Вот это раритет, блин. Тут, короче, техники дофига, смотри. Видеокассеты. Видеокассеты и CD-рекордер. Офигеть. Я не знаю, за сколько это можно продать. Это CD-рекордер, еще фейсплата. Я посмотрел, открыл там 2 терабайта фейсплата. Думаю, нифига. А верхний это просто DVD-плеер. Это, короче, зарядник с проверкой какой-то хер знает. Это V2, и откуда он у него фиг его знает. Ну, это инструкция и пульт управления. Короче, ё-моё, там столько было всего. Ну, вот, что я вытащил, а еще там дофига всякого. А вообще это было вот это все. Представь, я это все раздербанил. А вот здесь я еще ничего не раздербанил. Только открывал и смотрел, что там внутри. Там столько деталей. Это просто кошмар. Я не знаю, ну вот эти коробки я уже открыл. А там еще и вот эти вот я еще не открыл. Ну, я сейчас открою. Плюс вот эти вот еще дела я тоже не смотрел. Здесь что-то это какой-то, ну этот, как он, сверлильный станок получается. Наверное, со столиком все, да, ну да, все полностью. Ну вот так, короче, я много еще чего не открыл. Потом посмотрю. Вот, короче, смотри, это немецкий, короче, блок питания получается, да. Ну, немецкий, потому что конкретно. Это, я не знаю, что-то его прибор какой-то. А вот это вот прибор, это тот, который замеряет конденсаторы, не выпаивая из схемы, электролитический, показывает 100%. Я помню, он сказал, еще маленькое сопротивление у этого прибора. И шунт, то есть короткое замыкание других компонентов, не влияет на замер. Этот прибор можно запатентовать, если есть деньги. У меня их нету, поэтому я ничего не буду делать. Вот и все. Нашел какую-то схему. Схема построена. Вышел из строя регулируемый блок питания 0,24 5 ампер. Где он, этот блок питания, я что-то нифига не понял. Короче, он его построил. Офигеть, представляешь? Что у меня есть? У меня есть сокровища. Прикинь, что за здесь такое, майн год. Ты посмотри, здесь это офигеть можно, блин. Я чуть-чуть понимаю электронику, но даже настолько, как он,
Я ее не сильно-то понимаю. Вот, а что это такое здесь? Здесь тоже что-то нарисовано много чего. Это что? Это он рисовал, что? Нет, это не он рисовал. Это просто. Это просто чего-то такое. А, это я не знаю, это его что-то его, короче. Или чье. Я фиг его знает, слушай, что это такое. Это не его, это фиг его знает, что это такое вообще. А ладно, хер с ним. Здесь что? Там тоже еще какой-то пакет. Короче, я просто разбираю вот с этим. Вот это что у него здесь такое? Если документация, что-то еще. Ё-моё, блин. Вот так вот, короче. Какие-то Bedienungsanleitungen. Швейная машинка. Хотя ее уже нету. Я не знаю, где она. А, мама говорила, что какие-то швейные машинки есть. Они, говорят, что-то он пытался с ними разобраться. И что-то они, короче, не работают, что ли, или что-то такое. Ну, в общем, короче, типа сделать ничего нельзя. Но это фигня вообще. Это фигня. Ну, как бы работать можно, но это фигня. Я тебе сейчас покажу мою. Вот моя. Ну, правда, здесь заплавлено. Кто-то уже дрочился что-то. Вот это мое. Это Rapid. Здесь снизу температуру ставишь. Это профессиональная херня. Вот у нее здесь снизу выключалка. Тоже кто-то уже запаял ее. Я не знаю, здесь просто работал у меня один человек. Он что-то ткнул ее куда-то так. Ну ладно, хер с ним. Короче, вот эта тема стоит 150 евро. Она работает как часы. Вот что это такое непонятное мне. Короче, фигово. Вот, это бомба. Ты знаешь, что это такое? Это пенал. Это пенал. Я его хотел, я говорю, никому не отдавайте, блин, повеситься можно. Вот так открывается. И тут смотри, что. Офигеть, вот это бомба, да? Такого сейчас хер найдешь где. Это полностью готовая циркуль готовый. Железный, не пластмассовый. Сейчас делают все пластмассовое, все туфту делают. Вот, ну вот так, короче. И теперь я его открывать буду. Так, надо закрыть. Чистая кожа, но уже она так пошарпалась. Так, хорошо. Что еще дальше? А дальше у нас что-то здесь какие-то зажигалки, какой-то диктофон. Зажигалку такую я не знаю. Нифига себе. Ох ты, бля. Что-то такое не знаю, но она уже не работает. Он же курить бросил где-то сколько, лет 10 назад уже, да? Ну, тогда. Так, это что? Что за там, блядь, нахуй? Хер его знает, что там. Кто-то кому-то херовато стало. Короче, здесь у нас... Здесь у нас для... Ну, я знаю, как это выборку делать. Короче, да, окей. Так, дальше что? А дальше... Какие-то часовые устройства, походу. Так, что еще? Ну, здесь то же самое. Здесь это werkzeug. Да, это надо отдельно, короче... У меня уже есть отдельно для этих дел. Я уже нашел. Короче, ящичек. Это пульт для чего-то. Там очень много навигаторов всяких. Короче, столько всего. Вот знаешь, запаковали. Это же тетя Люда паковала. Она как-то так запаковала странно. Что-то сюда кинула, что-то туда, короче. И вот, знаешь, вот все не вместе, а вот как попало все. Что это такое? А это вот какая-то такая тяжелая охереть. Сейчас я вытащу сначала. Офигеть, представляешь, это что? Это всякие винтики, болтики, тут все, короче. И оно все сложено. Хорошо, что закрыли вот этой вот пленкой, иначе все вылетело бы все. Ну да, тема вообще офигеть. В общем-то, я все раскрыл.
Смотри, какой рубанок, офигеть. Наверное, острый сейчас. Ух, нихуя, он острый, пиздец. Двухкассетник я тебе показывал. Офигеть. Вот это, короче. Дальше я еще смотреть буду, что здесь. А здесь эти самые, кстати, диски, фильмы. Офигеть, дофига, короче. Ну, я, короче, вот это дело потом сниму. Но там еще очень много всего другого. Я еще и просто не распаковывал. Да, я просто открывал, смотрел и дальше. Ну вот, как бы. Интересно, что здесь интересного. Ну, вот такие вещи, они есть. Только где? Не знаю. Вот это, наверное, я в машине, потому что ее здесь внутри нет. Это как регистратор, что ли, этот видеорегистратор, короче. Вот. Вот это что такое? Не понял нифига. Вот. Ну и все как бы так. Часы, кстати, шпионские есть. Или что? Да, шпионские часы и еще что-то. Но знаешь, что я тебе хочу сказать, Жень? Много чего нет. Я вот помню, это кто-то у него раздербанил, потому что здесь этого нет. У него были часы, например, командирские, новые абсолютно, да, их кто-то прикарманил. И так далее. Много аксессуаров было разных. Ну, ладно уже. Вот здесь, например, смотри. Я беру вот так, вот, да, смотрю открыто, думаю, не может быть, ну как. Берешь так, открываешь, а там ничего нет. Кто-то что-то спиздил. Здесь какой-то прибор был. Вот и все. Это при перевозке что-то, видать, случилось, хер его знает. Наверное, скорее всего. Здесь вот том-том написано, его нету. Вот эта коробка была открыта, понял, когда перевозил дядь Витя. Может быть, даже он. Но я не буду утверждать, что это 100% он. Но нету, в общем. Нету, навигатора нет. Вот этого внутри нет. И еще самое печальное. Нету циркулярочного стола, который я тебе сейчас пришлю. Мама мне сфотографировала и сказала, вот отца циркулярка, и здесь и нету нигде. Я уже смотрелся. Теперь я убрался, и получился у меня вот такой стеллаж, столик. Короче, первый отсек. Вот паста Гоя даже есть. Полировать что-нибудь. Второй отсек. Это у нас все приборы. Третий отсек. Приборы. Четвертый отсек. Кое-какой инструмент. Ну и в общем, вот этот чемоданчик, это здесь у нас дремель. Дремель у нас, значит, выглядит таким образом. Здесь ничего нет. Все. Вот. Ну и что еще мы можем посмотреть? Здесь очень много разного, да. Допустим, вот эти щеточки, они железные, да. Их можно положить вот здесь. Короче, у меня здесь то же самое. Сначала идут нетстайли. Нетстайль надо убрать отсюда, потому что я хочу сделать полностью. Это будет весь верксой, который от отца был. Короче, вот здесь вот этот генератор, да, и резисторы. Резисторы, они все пронумерованы. Это очень хорошо. Здесь еще, знаешь, какие резисторы есть? Посмотри. Вот такие старые еще резисторы с серебряными контактами, чисто серебро. Я сюда бы положил, но оно как-то вот не вставляется. Не знаю. Было бы неплохо все вместе, но ладно, найдем место потом. Следующий отсек. Так, следующий отсек, здесь у меня пенал, рубанок и вот эти вот запчасти. Хотя
так что-то думаю, что можно в другое место это дело засунуть. Или сюда мячики можно положить еще. Они у меня где-то вот здесь. Вот, смотри. Флажки, мячики. Все здесь вот так вот можно положить, короче. Будет инструмент здесь. А это будет пустая тогда. Вот. А это идет у нас куда-то вот сюда. Вот здесь у меня уже другой инструмент лежит. Тут кое-что мое, тут вперемешку, короче, да? И вот эти вот железные щетки можно положить сюда. Ну, как-то так положить, чтобы видно было вот это все, что остальное есть. Ну ладно, придется приподнять тогда. Вот. Я еще что знаю. У отца, конечно, это было. Ну, у меня это есть. Мне это не надо. Но у отца было тоже. Ну, кто-то, видать, это уже забрал. Вот дырки делать в ремнях. Например, полный набор новый еще я не открывал. Всякие клепки делать, все такое вот, видишь. У меня еще он новый. Я его когда-то покупал зачем-то, для чего-то. Ну, короче, вот. И еще дальше у нас вот здесь. Так. Здесь у нас много чего. Здесь у меня аккумуляторы стоят на 12 вольт 7 ампер часов. Это как бы вот в данное время я их использую, да. Я их заряжаю с солнечной панели, у меня есть там на улице. А здесь запитываю. У меня здесь инвертор есть 1500 ватт. Короче, я без света сейчас сижу. Мне свет не нужен, платить, все такое. А у меня ладан сейчас плохо идет. Ладно. Короче, вот здесь у меня тоже кое-какие запчасти. Там винкель, метр есть. Электронный, да. Здесь это. Как он называется? Микрометр. Блин, вытаскивать так сложно. Это микрометр, прям вот так вот выглядит, да. Здесь вот это вот все. Это грипцанген. Они у меня тоже полный комплект здесь есть. Так, тут нет ничего. Тут отвертки. Правда, я что хочу сказать. Куда делись отвертки те российские, я их не нашел. Я не знаю. Им кто-то ноги приделал, походу. Ладно. Так, это мое. Все, что было еще тогда, с тех пор. Вот. А здесь что у меня? Ну, здесь тоже все мое. Вот. У меня, в принципе, есть отвертки. Но это не те отвертки, которые бы были у отца, допустим, да. У меня вот здесь такой сброд. Это все от Вера. Это Вера. Ну, короче, вот так вот. Такие дела, в общем. Мне здесь то, что я пользуюсь чем в основном. Здесь борта нет уже. Надо борт сюда поставить. Я хотел все такой какой-то АМ4, например, чтобы проверять DDR4 RAM память, потому что она уже идет. Ну и вот этот вот чемоданчик надо будет найти место, куда зафигарить. А вот она, воздушка, кстати. Я ж там шомпол нашел, надо шомпол сюда поставить. Я его, короче, что-то перебирал сегодня. Смотрю, шомпол лежит. Надо же добрать, думаю. Вот он. Это от нее. 100%. Только что он там делает, как он туда попал, фиг его знает. Короче, вот, есть от шомпола это. Да, ну ладно. Ну как, стреляю я иногда. Иногда я стреляю. Но это хобби уже ушло. Раньше, когда-то, давно, мне это было сильно интересно, а сейчас оно так себе уже лежит. Вот в Узбекистане, то с детства, когда вернуться, если там можно что-то. Короче, здесь что у меня? Что это такое? Я сам не знаю, что у меня здесь вообще. Какой-то монитор лежит, хер понятно. Да, блин, тут что-то у меня лежит. Короче, надо разбираться. Я что хотел? Вот здесь вот какая-то вещь. Я не знаю конкретно, что это такое, но это отцовское. Это вот сегодня я это дело смотрел.
Здесь какая-то вот у него чего-то инструкция есть. Короче, что это такое? Сейчас посмотрим. Надо проверить, не знаю. Короче, так, здесь какая-то присоска. И это что-то такое. Фиг знает. А тут, короче, вот это. Что может быть? Фиг его знает. Короче, надо посмотреть вот это. Что-то может быть. Для чего это? Просто мне интересно, я что-то не понял, что это такое. Сейчас, секунду, я открою. А, вот что я понял. Ну вот и все. Короче, на кафель прислоняешь и ровно что-то сверлишь отверстие ровно, короче. Чтобы не сикись-накись, а ровно было. Получается так. О, прикольно. Прибамбас, короче, такой. По отметинам видно, что он им уже пользовался. Выглядит как-то вот так. Интересно, да? В китайском чае, что ли, получается. Коробочка. В общем, вот такая вот видео получилось. И еще там очень много всего.